Миссис Джонсон быстро заметила странную перемену в своей спутнице, Дейзи. Ее охватило некоторое волнение и неловкость, что было необычным для ее обычно спокойного поведения. Хотя миссис Джонсон и раньше замечала подобные признаки и ожидала появления лошадей, это показалось странным, учитывая, что у Дейзи не было никаких признаков беременности. Когда дискомфорт Дейзи усилился, стало ясно, что ее состояние действительно связано с предстоящими родами. Появление маленького жеребенка повергло всех в благоговейный трепет. Однако сюрприз оказался совсем не таким, какого обычно ожидаешь. После последнего усилия на свет появились голова и передние конечности жеребенка. Вскоре после этого появилось полное тело, и Дейзи с любовью вычистила своего отпрыска, выглядя довольной недавним испытанием. Однако вокруг царила абсолютная тишина. Все смотрели на жеребенка с явным недоверием. Такого исхода никто не ожидал. У доктора Томпсона, ветеринара, которому доверяла семья, было суровое выражение лица. Как ни странно, он пока ничего не сообщал клану Джонсонов. Он просто методично собирал свои вещи. «Доктор Томпсон», — осторожно спросила миссис Джонсон, — «у вас есть для этого причина?» В ответ он издал лишь приглушенный звук. «Что происходит?» — начал ветеринар. «С сожалением сообщаю вам, что это не культ». Миссис Джонсон была ошеломлена. «Это был не жеребенок», — подумала она. Что еще это могло быть? Но что же на самом деле было о потомстве Дейзи? Почему ветеринар вел себя так странно? И как вообще получилось, что Дейзи забеременела? В причудливой деревушке, затерянной в зелени сельской местности, находилась очаровательная ферма, принадлежащая семье Джонсон. На протяжении многих поколений род Джонсонов руководил их сельскохозяйственной деятельностью, и их заметная привязанность и преданность своему зверинцу, в особенности любимой кобыле. Дейзи прославлялись во всей их общине. Дейзи, привлекательную черную лошадь с мягким нравом, любили все в деревне. Дейзи никогда не спаривали для разведения, поскольку Джонсоны держали ее в основном как животное-компаньона. Поэтому солнечным весенним утром они неожиданно обнаружили, что Дейзи ведет себя странно. Она беспокойно металась по вольеру, ржала и била копытцами по полу, что по всем признакам указывало на ее беспокойство. Миссис Джонсон, опытная владелица лошадей, уже сталкивалась с подобными признаками и предположила, что Дейзи, возможно, рожает, что, учитывая отсутствие признаков беременности, было крайне непредвиденным. Родственники Джонсонов удочерили Дейзи за несколько лет до этого от коллеги, который управлял фермой в паре деревень. Дальше. Предыдущие опекуны Дейзи не могли больше содержать лошадь, но позаботились о том, чтобы о ней заботилась семья. Как только Джонсоны увидели Дейзи, они сразу поняли, что у них на ферме для нее достаточно места и они могут обеспечить ей прекрасную жизнь. Дейзи отличалась от других их лошадей. Они знали о ее непростом прошлом. Ранее она работала в цирке, а затем на частной ферме, из-за травмы ее карьера резко оборвалась. Общительное поведение Дейзи сделало ее идеальной для выступлений перед публикой, но Джонсоны хотели быть уверенными, что она не вернется в столь стрессовую обстановку. В отличие от других лошадей на их ферме, распорядок дня Дейзи был совершенно неограниченным. Они не использовали ее для погрузки сена или перевозки материалов, как других лошадей. Вместо этого Дейзи разрешалось отдыхать и получать удовольствие от жизни, что давало ей значительный отпуск после многолетнего труда. Однако Джонсоны не подозревали о том, что кто-то нарушил безмятежное будущее Дейзи. Вскоре после этого они связались с местным ветеринарным врачом, доктором Томпсоном, который прибыл на ферму при первой же возможности. Он был надежным ветеринаром Джонсонов в течение нескольких лет и хорошо знал о состоянии Дейзи. По прибытии встревоженный мистер Джонсон поприветствовал его и проводил к вольеру Дейзи. Как только доктор Томпсон подошел к стойлу Дейзи, он быстро оценил ее состояние. Он понял, что у нее начались схватки и приближалось рождение жеребенка. Миссис Джонсон была крайне озадачена. Поблизости от Дейзи не было ни одного самца лошади, так как же она могла забеременеть?
Однако вскоре она поняла, что эта загадка не вызывала особого беспокойства, поскольку Дейзи была почти готова к родам и нуждалась в максимально возможной помощи. К счастью, доктор Томпсон привез с собой все необходимые инструменты и подготовил все на случай, если они понадобятся, но сначала Дейзи пришлось действовать самостоятельно. По словам доктора Томпсона, роды у Дейзи были в самом начале. На то, чтобы начались полноценные роды, могло уйти несколько часов или даже день, поэтому все, что они могли сделать в это время, это подождать. Но миссис Джонсон не сидела сложа руки. Ей нужно было выяснить, кто отец будущего жеребенка Дейзи. Возможно, это дало бы представление о характеристиках жеребенка. После другого инцидента, произошедшего много лет назад, на ферме были установлены камеры видеонаблюдения, поэтому миссис Джонсон решила проверить отснятый материал. Она быстро просмотрела записи, как раз в то время, когда Дейзи заподозрили в беременности. Вскоре миссис Джонсон заметила кое-что необычное. Когда миссис Джонсон продолжила обзор, ее глаза расширились от удивления. Она была поражена тем, что происходило у нее на глазах. В тот вечер, когда, как предполагалось, Дейзи забеременела, она была одна в своем загоне. Удивительно, но на кадрах она увидела неожиданное присутствие человека. Ворота были открыты, и в них неторопливо вошел самец лошади. Миссис Джонсон сразу же поняла, что это мероприятие было спланировано целенаправленно, но кто совершил это действие и по какой причине? Что они могли от этого выиграть? Она уведомила своего супруга и доктора Томпсона, и они собрались у монитора компьютера, чтобы вместе просмотреть загадочную запись. Внезапно она узнала мужчину-коня. Это был Рокки, конь, принадлежавший их соседям. Миссис Джонсон несколько недель назад наблюдала за странным поведением Рокки, но ей в голову не приходило, что он может быть причиной неожиданного состояния Дейзи. Присмотревшись внимательнее, она обнаружила, что какая-то дама открыла калитку и впустила Рокки в загон Дейзи, что было неожиданностью, поскольку опекуном Рокки был одинокий джентльмен. Когда миссис Джонсон внимательно изучала видеозапись, снятую камерами наблюдения, она сделала серию снимков, на которых было отчетливо видно лицо женщины. Она не смогла узнать женщину на фотографиях и не могла понять, как эта женщина попала на их территорию, но она была полна решимости раскрыть правду, стоящую за этой тайной. Эта запутанная ситуация вызвала множество вопросов, но у миссис Джонсон было мало времени на размышления, так как ей срочно позвонил доктор Джонсон. Томпсон. У Дейзи начались активные схватки. Миссис Джонсон бросилась обратно в загон к Дейзи и обнаружила, что она в отчаянии лежит на земле. «Осталось совсем немного», — заявил доктор Томпсон, на лице которого читалось счастье. Заметив, что мышцы живота Дейзи часто сокращаются и расслабляются, он решил, что у нее сильные ритмичные сокращения. Однако Дейзи не осталась лежать на полу. Она вертелась, вставала, расхаживала по своему загону и снова ложилась, явно взволнованная. Однако ожидалось, что это скоро закончится, по крайней мере, на это надеялись. Дейзи тяжело дышала, и миссис Джонсон почувствовала беспокойство за свое драгоценное животное. В то же время доктор Томпсон заверил ее, что все идет своим чередом. Хотя миссис Джонсон понимала, что ей следует доверять своему ветеринару, она не могла оставить без внимания необычное поведение Дейзи. По морде лошади струился пот, а ее глаза расширились от страха. Несмотря на то, что доктор Томпсон была профессионалом своего дела, миссис Джонсон была со своей лошадью на протяжении всего обследования. Поэтому она не могла игнорировать свой инстинкт, когда чувствовала, что что-то не так. Она еще раз выразила свое беспокойство доктору Томпсону. Тем не менее, его мнение осталось прежним. Тут миссис Джонсон поняла, что ей необходимо вмешаться. Она взглянула на своего мужа, который не мог не встревожиться, увидев страх в глазах жены. Однако они не знали, что делать дальше. Доктор Томпсон постоянно находился рядом с Дейзи. И тут мистеру Джонсону пришла в голову идея. Он сделал несколько шагов назад, хотя и осознавал, что позади него находится какой-то предмет, и намеренно споткнулся.
Миссис Джонсон и доктор Томпсон ахнули, услышав, как мистер Джонсон споткнулся. Несмотря на крики от боли, было не так уж и больно. Он инсценировал инцидент, чтобы отвлечь внимание доктора Томпсона, и это ему удалось. Доктор Томпсон быстро подбежал к мистеру Джонсону и, не теряя времени, помог ему подняться. Однако это не отвлекло его жену от осмотра ее друга-лошади. Мистер Джонсон со стоном схватился за голову. «Мне нужно прилечь. У меня раскалывается голова», — он изобразил огорчение. «Доктор Томпсон, не могли бы вы помочь мне вернуться в дом?» Доктор Томпсон, стоявший рядом с ним и поддерживавший его за руку, не смог отказать. Он попытался подать знак миссис Джонсон, чтобы она сменила его, но она молча встретила его взгляд. «Я скоро вернусь. Присмотри за Дейзи и держись подальше», — приказал доктор Томпсон, когда они с мистером Джонсоном заковыляли прочь. Однако миссис Джонсон не собиралась следовать указаниям. Она считала, что ее лошадь нуждается в нежном общении. Поэтому она медленно вошла в конюшню Дейзи. Миссис Джонсон двигалась нарочито медленно, чтобы никто не испугался, пока Дейзи была встревожена. Однако она также искала любую информацию, которая могла бы раскрыть личность незваного гостя, вторгшегося на их территорию. Важно было действовать быстро. Ей нужно было найти какие-либо улики до возвращения доктора Томпсона. Миссис Джонсон начала свои поиски, перебирая бочки с сеном и осматривая пол в поисках вещей, которые мог оставить нарушитель. Однако ее поиски ничего не дали. Она решила продолжить поиски, но затем поняла, что ее внимание требует нечто более важное. Как только миссис Джонсон нежно положила руку на спину Дейзи, дыхание лошади начало стабилизироваться. Она нежно заверила Дейзи, поглаживая ее по спине успокаивающим движением. Затем миссис Джонсон осмотрела хвост Дейзи и отметила, что ее жеребенок вот-вот должен появиться на свет. Но что-то было не так. Роды у Дейзи продолжались довольно долго, а жеребенка все не было видно. Наблюдая за тем, как Дейзи напрягалась при родах, миссис Джонсон поняла, в чем настоящая проблема. Жеребенок находился в неправильном положении. Это осложнение было серьезным и не могло пройти само по себе. Они должны были оказать Дейзи помощь, иначе последствия могли быть опасными для жизни как матери, так и жеребенка. Когда доктор Томпсон вернулся, миссис Джонсон быстро проинформировала его о своих выводах. Ветеринарный врач признал серьезность ситуации и в конце концов уступил. Он согласился с миссис Джонсон в том, что крайне важно как можно скорее помочь новорожденной лошади занять более выгодное положение. Каждая секунда была бесценна. Доктор Томпсон немедленно попросил о дополнительной ветеринарной помощи, учитывая срочный характер обстоятельств. Впоследствии на ранчо прибыла группа ветеринаров, чтобы оказать помощь во время сложных родов. Доктор Томпсон и его команда экспертов в области охраны здоровья животных неустанно трудились, применяя свои обширные знания и инструменты, чтобы облегчить Дейзи процесс родов. Они тщательно оценили позу молодой лошади и пришли к выводу, что она была выставлена в ягодичном положении, что означало, что она должна была появиться сначала задними конечностями, а не головой вперед. Это создавало сложную ситуацию, которая требовала немедленного вмешательства, поскольку могла привести к осложнениям, ставящим под угрозу благополучие как Дейзи, так и новорожденного. С предельной точностью доктор Томпсон и его команда умело вывели жеребенка с ягодичным предлежанием в нужное положение для родов. Они использовали мягкие, но уверенные движения, следя за тем, чтобы ноги малыша были правильно расставлены, чтобы ограничить потенциальный вред Дейзи или жеребенку. Это была деликатная и ответственная процедура, которая требовала быстрого принятия решений и умелых рук. Пока это происходило, миссис Джонсон наблюдала за происходящим со стороны и испытывала чувство беспомощности. Убитая горем, она наблюдала, как ее любимая лошадь терпит такие мучения. Конечно, она знала об опасностях, связанных с беременностью и родами, но это было не похоже ни на один другой процесс родов, который она когда-либо видела. Она питала негативные чувства к человеку, ответственному за тяжелое положение Дейзи.
Придя к выводу, что она мало что может сделать, чтобы помочь при родах, она решила показать своему соседу видеозапись страданий Дейзи. Охваченная яростью, она настойчиво постучала в его дверь, и он быстро ответил: «Миссис Джонсон, к чему такая срочность?» «Я просто ужинал», — сказал он. «С едой. Можно подождать минутку». «Что вы сделали с Дейзи?» Сосед Филипп озадаченно посмотрел на миссис Джонсон. «Я совершенно не понимаю, на что вы намекаете», — сказал он, явно озадаченный ее воинственностью. «Что ж, я объясню», — решительно заявила миссис Джонсон. Она прошла через дверь и поставила свой ноутбук на стол. «Сделай мне одолжение, объясни это», — попросила она, включив воспроизведение видеоклипа. Филипп был ошеломлен. В кадре был показан его жеребец, но он не имел никакого отношения к бедственному положению Дейзи. Он попытался убедить в этом миссис Джонсон, но она не обратила на это внимания. Она была в ярости. Филипп, однако, еще раз осмотрел снимок и на этот раз обратил внимание на деталь. «Подождите», — внезапно выпалил он, — «я могу опознать эту руку». Но вместо того, чтобы ответить ей, он решил промолчать. Миссис Джонсон спросила, чья это рука. Вопрос о личности женщины повис в воздухе. Филипп казался убитым горем, как будто рассказать правду было для него непосильной задачей. «Это моя маленькая девочка», — пробормотал он. По какой-то необъяснимой причине она поместила Рокки и Дейзи в этот загон. Миссис Джонсон сгорала от желания продолжить расспросы, но ее внимание привлек резкий звонок. На другом конце провода был доктор Томпсон. Вот-вот должен был появиться жеребенок. Она без промедления поспешила обратно на ранчо, Филипп следовал за ней по пятам. Прибыв на место происшествия, доктор Томпсон начал расспрашивать, что вас задержало. Дейзи теряет большое количество крови. Жеребенок должен появиться на свет. Сию же минуту. Маленькие конечности уже проявлялись, но Дейзи была истощена. Из-за продолжительных родов. Ей не хватало жизненной энергии, чтобы двигаться самостоятельно. Поэтому доктор Томпсон закрепил уникальную цепь на конечностях новорожденной, намереваясь помочь Дейзи. Он осторожно осмотрел ее живот. С каждым вдохом он осторожно тянул, отчего ситуация становилась все более напряженной. По лбу доктора Томпсона стекали струйки пота, когда он снова осторожно тянул. При следующем вдохе. Наконец, казалось, что у них что-то получается. Постепенно же ребенок начал появляться на свет, несмотря на то, что Дейзи, казалось, держалась молодцом. «Выкладывайся по полной, Дейзи». Доктор Томпсон уговаривал ее сделать последний рывок, готовясь к последнему рывку, в котором он отдал все, что у него было. Затем же ребенок упал на землю. Все присутствующие вздохнули с облегчением. Однако первоначальное облегчение быстро сменилось беспокойством, когда же ребенок остался лежать неподвижно. У миссис Джонсон перехватило горло, когда она увидела, что Дейзи пытается подтолкнуть жеребенка к движению. Бесчисленные мгновения казались бесконечностью. Никто не мог отвести взгляда от неподвижного жеребенка. Когда миссис Джонсон приготовилась отойти от душераздирающей сцены, она заметила легкое движение. Постепенно движения усилились, и, прежде чем они поняли это, жеребенок неуверенно попытался встать. Обрадованная миссис Джонсон обняла доктора Томпсона, но он не ответил на ее радость взаимностью. Он выглядел необычно бледным, что вызвало у нее беспокойство. «Что, по-видимому, вас беспокоит, доктор?» — спросила миссис Джонсон. «Этот же ребенок необычен», — осторожно ответил он. Миссис Джонсон нахмурила брови. При ближайшем рассмотрении она была вынуждена признать, что же ребенок не похож на своих родителей. «Что с ним может быть не так?» — спросила она ветеринара. Однако ее размышления были прерваны звуком подъезжающей к дому машины. Гадая, кто бы это мог быть, она увидела Филиппа, направлявшегося к парадному входу. И тут до нее дошло. Его дочь была здесь. Миссис Джонсон была готова наконец встретиться с дочерью Филиппа. Весь день она злилась из-за сложившегося положения, особенно после тяжелых родов. «Дейзи!»
Она была готова выплеснуть свой гнев на любого, кто осмелится встать у нее на пути. Слова, которые прозвучат из уст Тилли, дочери Филиппа, несомненно, потрясут миссис Джонсон. Миссис Джонсон начала громко упрекать женщину, когда та приблизилась к прилавку. «Какой вред вы причинили моей Дейзи?» — обвинила она с полным недоверием. Доктор Томпсон попытался смягчить накаляющиеся обстоятельства, спокойно предложив: «Давайте все будем сохранять спокойствие». «А вы кто такой?» — потребовала миссис Джонсон. «Я дочь Филиппа. Меня зовут Тилли». Женщина ответила. Миссис Джонсон снова разразилась скандалом. «Тилли, вот так, кто сравнила Дейзи с Рокки». Тилли покорно вздохнула. «Действительно, я так и сделала, и я глубоко сожалею об этом». В своем финансовом отчаянии, понимая состоятельность биологических родителей Рокки, я подумала, что смогу как-нибудь быстро извлечь из этого выгоду. Миссис Джонсон была ошеломлена услышанной дерзостью. «Как ты можешь извлекать выгоду из того, что Дейзи находится в моей собственности?» — спросила она. Тилли опустила взгляд в пол и нервно загибала пальцы. «Мой отец не в курсе, что я проводила анализ ДНК Рокки. Мы усыновили его много лет назад, ничего не зная о его породе, и мое любопытство взяло верх». Получив результаты, Тилли была совершенно ошеломлена. Миссис Джонсон, будучи экспертом по лошадям, была в равной степени поражена мотивами Тилли. Миссис Джонсон знала, какую высокую цену может стоить редкий жеребенок. Однако, поскольку именно ее кобыла родила жеребенка, она по праву владела им. Тилли, должно быть, не продумала это до конца. Рокки был не просто среднестатистической лошадью. Он был любителем безделушек, чрезвычайно редкой и дорогой породой. Понимая это, наряду с моими собственными финансовыми трудностями, я лелеял надежду на получение существенной прибыли. И все же я слишком дорожил Рокки. Отпустить его было немыслимо. Поэтому я заставил его спариться с Дейзи. Оглядываясь назад, я понимаю, что этот план был безрассудным, и я осознал это, когда было уже слишком поздно что-либо предпринимать. Мысль о том, чтобы отложить новорожденного жеребенка, была неосуществима. Я глубоко сожалею о своих действиях. Я обнаружила, что постоянно наблюдаю за Дейзи из-за своего непреодолимого чувства вины. Услышав, как Тилли рассказывает о своем мыслительном процессе, миссис Джонсон почувствовала, что ее суровая позиция немного смягчилась. Несмотря на то, что ее раздражали импульсивные действия Тилли, она казалась искренне раскаивающейся. Осознавая экономические трудности фермерской жизни, миссис Джонсон решила не наказывать Тилли, поскольку поняла свою ошибку. «Я не буду передавать это в правоохранительные органы, Тилли», призналась она, вызвав удивление у толпы, поскольку ее гнев заметно утих за считанные мгновения. Сегодняшний день стал для всех нас настоящим испытанием сложных эмоций. Мы могли бы закончить на более кислой ноте, но, к счастью, не сделали этого. В мгновение ока миссис Джонсон обдумала все варианты и пришла к выводу, что у нее действительно есть то, чего она так жаждет от Тилли, чтобы положить конец этому ужасному испытанию. Ее главной заботой было благополучие ее лошади и новорожденного жеребенка, и поэтому она обратилась к звонившему с единственной просьбой. «Мне нужно, чтобы вы покинули мое помещение и пообещали больше не возвращаться», — уверенно заявила она. Принимая требования, Тилли кивнула. Она поняла доводы миссис Джонсон, которая ради своей выгоды обманула их доверие. Поэтому Тилли без каких-либо возражений развернулась на каблуках и покинула территорию. Поскольку Тилли навсегда покинула ранчо, а вероятность повторения инцидента значительно снизилась из-за модернизации системы безопасности, миссис Джонсон переключила свое внимание на уход за новым пристройком в своем сарае. Право собственности не оспаривалось, поскольку жеребенок был плодом ее скакуна, но что ей было делать с лошадью такой потенциальной ценности? Насколько ей было известно, миссис Джонсон знала, что порода лошади может принести ей целое состояние, но денежные выгоды были далеки от ее интересов.
После печальных событий ее мысли были заняты исключительно благополучием и безопасностью животных на ее ферме, без каких-либо дополнительных нагрузок на их существование. Миссис Джонсон окрестила малышку Дороти, это имя греческого происхождения, что означает «дар Божий». Рокки тоже иногда разрешалось работать в поле вместе с ними. Миссис Джонсон никогда не выставляла Дейзи и Дороти на продажу, хотя у нее были определенные надежды на будущее для Дейзи. По прошествии лет миссис Джонсон заметила, что Дейзи все больше нуждается в компании. После многолетних выступлений на выставках она поняла, что Дейзи нуждается в более активной компании. Дейзи скучала по общению с людьми. Чтобы удовлетворить эту потребность, миссис Джонсон организовала на своей земле контактный зоопарк. Люди приезжали издалека, чтобы познакомиться с ее лошадьми и домашней птицей. Дейзи, обрадованная таким вниманием, дожила до конца своих дней, ежедневно встречая восхищение бесконечного потока людей.